карма. Это огромный вагон такой, знаете, это карма родителей, карма этого человека, там, карма рода. Это могли быть обещания, которые вы дали, обман, который вы дали, там, могли кому-то благодарить, и кто-то отобрал. Это могут быть какие-то порчи, страдания и так далее. То есть это могли быть влияния и так далее. Ну и справиться с этим обычному человеку нет, никак невозможно. И обычно человека это тянет, и человек не может вырваться из вот таких, как правило, каких-то вещей, и они могут очень влиять на него, и он может из-за них не зарабатывать. Обычно это решается путем, и я этот путь обычно называю стенаний. Какой самый простой путь стенаний? Посвящайте или двухдневный голод, голодовку, можно с водичкой, тому, чтобы в скором времени заработать деньги. То есть отдайте долг. Так и говорите, что сегодня голод я посвящаю тому, чтобы у человека не получается работать, если у человека не получается зарабатывать, то это говорит о том, если человек ленивый, если потенция плохая, то человек должен стремиться к солнцу, то есть читать мантру Сурья, то есть Ом Сурья Шри Намаха или там Ом Сурья Сваха. А если у человека не получается накапливать, дома нет денег и так далее, то он может читать Ом Чандрая Намомам или Ом Чандрая Сваха или Ом Чандрая Кшрим. Если на мизинец левой руки или правой одеть железное кольцо, то это заблокирует у человека безденежье и вылечит почки. У человека начнет появляться или усиливаться диурез, и легче ему будет уменьшиться креатинин и уменьшается мочевая кислота. Изменить мировоззрение или поменять мировоззрение таким образом, чтобы при отдаче последних денег кому-либо не страдать от того, что ты их отдаешь. Это метод, о котором я очень часто говорю. Это метод создавания направления для денежных энергий. Это метод, который называется божественная энергия видит твои состояния страдания и в дальнейшем убирает возможность, чтобы эти страдания у тебя появлялись. Таким образом, соотнести это к материальному благополучию очень несложно. Каждый раз, когда мы контачим с энергией денег, а именно с тем, что думаем о деньгах, а также видим деньги, если это вызывает у нас состояние страдания, мы вспоминаем о долгах, должниках и так далее, видим деньги в чужих руках, нас это беспокоит, рассчитываемся с кем-либо и испытываем от этого трудности и состояние неприятное. В этот момент у нас божественная энергия забирает денежную энергию. Каждый раз. Самый простой путь скатиться в нищету – это включить в себе калькулятор. То есть в тот момент, когда человек начинает думать, там 7, вот туда отдала 8, вот это 9, мне надо отдать 15, вот это 30 и так далее. Это самое печальное, что может быть. Никогда не считайте. Не считайте, нет, закончились, значит будем работать, чтобы были. Скоро будут. Этот калькулятор – это самое страшное, что может для себя придумать человек. Самое страшное, что придумали люди. Андрей Андреевич, вы говорили о том, что можно делать пост один раз в неделю, посвящая чему-либо деньги. Имеет ли значение день для денег? Да, считается, что если человек постится в четверг, то у него увеличивается материальное благополучие, также ему прощают долги. В случае, если человек постится в воскресенье, то его жизнь становится более легкой, не такой сложной, не такой, наверное, обременительной и тяжелой. В случае, если человек хочет
решить какие-то отношения или решить как-то свою судьбу и сделать так, чтобы судьба повернулась к нему каким-то решительным таким образом. То есть там мужчина с женщиной живут, хотели бы расстаться, но не могут из-за там имущества детей или еще чего-либо. Вот такой пост необходимо проводить во вторник. Смотрите, концепция денег заключается в том, что к кому течет любовь, к тому текут и деньги. Я говорю это еще раз, вы просто не хотите это в очередной раз услышать. А к кому течет любовь? А я не знаю. К тому, что кто-то делает для кого-то, кто там играется с детьми, дети его любят, к ним течет любовь. А когда не течет любовь, вот в чем секрет. Та любовь не течет не потому, что вы что-то делаете или нет, а потому что у вас характер плохой. Просто плохой характер, имеете ко всем претензии, постоянно всем возмущаетесь, постоянно чем-то недовольны. Собой, окружающим миром, как едят, как спят, как думают, как общаются. И вот я смотрю на людей, они все время бурчат, знаете, бурчание это плохо, это да не будет денег. Пока будет такой характер, денег не будет. Почему? Вас не любят, вас никто не любит. Даже если говорят, Лелаша, я так тебя люблю. Нет, не любит никто. На самом деле мир вокруг нас живой. У человека нет денег. Вот смотрите, у человека нет денег, человек говорит, у меня нет денег, я расстроен, что же делать, у меня нет денег, я расстроен. Энергия денег, она живая. Что нужно делать? Будьте солнцем по отношению к денег. Делайте так, у меня нет денег, ха-ха-ха, ничего страшного. Когда-нибудь же они у меня появятся. Да ничего страшного, ха-ха-ха. Это очень важно вести себя именно таким образом. Почему? Дело в том, что когда человек подходит к какому-нибудь пределу, допустим, вы подошли к большой луже, и вам необходимо эту лужу перепрыгнуть. И вы говорите, почему лужа увеличивается, почему лужа грязная, почему лужа здесь расположилась, а у других луж нет, почему у меня именно здесь лужа. Смотрите, почему у вас появилась лужа? От того, что вы будете знать глубину, занимайте. Но если уже у вас заняли деньги, этот процесс произошел, что необходимо сделать? Вы должны знать, что в 85% деньги, которые у вас занимают, их никогда не отдают. Что бы вы ни делали. Почему? А все объясняется предельно просто. Когда человек занимает деньги, он, скорее всего, попадается на манипуляцию. Почему занимают деньги? Занимают деньги, потому что у тех людей, которые занимают, этих денег нет. То есть можно фактически сказать, что они не смогли или не состоялись в том, чтобы деньги заработать, не состоялись в том, чтобы их приумножить. У них есть, скорее всего, финансовые проблемы. И последним шансом решить эти финансовые проблемы это вы. Говорю, что в случае, если человек в своей жизни начинает думать о чем-то и думает негативно, то, о чем он негативно думает, из жизни его уходит. Именно поэтому, когда мы негативно думаем о деньгах, а когда мы думаем, что такое энергия денег? Когда мы думаем о деньгах, думаем о материальном благополучии, то обычно мы должны либо, там, смотрите, чужая машина, должны радоваться. Там хорошо одетый человек, должны радоваться. Рассчитываемся, должны радоваться. То есть мы должны создавать чувства радостные в тот момент, когда мы коммуницируем вот с тем, что называется энергией денег. Если мы, коммуницируя, создаем элемент радости, то тогда в нашей жизни добавляется материальное благополучие. Я даже могу сказать о некотором таком состоянии, которое называется восхищение, восторжение и так далее. Если научиться создавать некое такое чувство прямо восторга в тот момент, когда вы смотрите там на дорогую машину, на успешных людей, то это очень часто и является... У вас есть 2-долларовая купюра. Что это обозначает? 2 это 1 плюс 1. Смотрите, какая цифра. Плюс. То есть что она должна делать? Приплюсовывать. Как ее запустить? А что вам в жизни нужно? Итак, берете купюру и говорите, пусть добавится денег спереди, пусть добавится сбоку, пусть добавится сзади, пусть добавится слева, пусть добавится сверху, пусть добавится снизу. И представили, будто вот везде она, как магнит, приплюсовала большое количество материального благополучия. После этого обвели со словами «Умахум хахохри», запечатали ваджрами, как я это объясняю, с 6 сторон, и положили себе в кошелек. Очень часто так бывает, человек говорит, Андрей Андреевич, ну вот почему я там хороший, у меня все хорошо, почему мне не получается зарабатывать деньги? Я в очередной раз вам хочу эту концепцию сказать. Смотрите, концепция денег заключается в том, что
К кому течет любовь, к тому текут и деньги. Я говорю это еще раз, вы просто не хотите это в очередной раз услышать. А к кому течет любовь? А я не знаю. К тому, что кто-то делает для кого-то, кто там играется с детьми, дети его любят, к ним течет любовь. А когда не течет любовь, вот в чем секрет. Та любовь не течет не потому, что вы что-то делаете или нет, а потому что у вас характер плохой. Просто плохой характер, имеете ко всем претензии, постоянно всем возмущаетесь, постоянно чем-то недовольны. Собой, окружающим миром, как едят, как спят, как думают, как общаются. И вот я смотрю на людей, они все время бурчат, знаете, бурчание это плохо, это да не будет денег. Пока будет такой характер денег, когда человек работает эзотерически, энергетически, то он должен знать, что что-то должно заставить его шевелиться. Именно поэтому я хочу вам сказать, если вы хотите, чтобы мантры срабатывали, то сколько читаете мантры, столько же занимайтесь физическими упражнениями. Так мантры срабатывают в 100 раз быстрее. Допустим, вы 2 часа читали мантры, 2 часа на орбитреке, или 2 часа приседайте, или 2 часа отжимайтесь. То есть должны быть какие-то конкретные физические усилия. Тогда срабатывание мантр будет в 1000 раз эффективнее. Я просыпаюсь и говорю, хорошо, чтобы мой бизнес начал приносить мне 10 тысяч долларов, а сейчас я зарабатываю 100 долларов. И после этого что-то должно произойти. Смотрите, о чем заключается твой бизнес? Я вынужден стоять целый день терпеть и слушать людей, а люди разные приходят, одни меня обижают. То есть можно ли сказать, что твой бизнес связан с эмоциональными состояниями? Несомненно. Или с физическими, да. А физические каким приносят? Ну тоже эмоциональные. Ведь усталость, она тоже как бы истощает нервную систему. И в этот момент у человека появляется идея, я хочу 1000 долларов, чтобы 1000 долларов каждый день зарабатывать. Вот он себе произнес. Но тогда человек должен наперед получить удары. Он вот эту тяжесть, так вы зарабатываете, и так у вас на протяжении 3-5 лет вы должны были перенести удары судьбы, чтобы начать зарабатывать 1000 долларов. А вам нужно это перенести на протяжении короткого времени. Невезение и финансовые проблемы это не проблема. Это ваше особое восприятие мира, в котором вы живете. Какое оно? Вы должны знать принципы денег. Один из принципов денег – куда течет любовь, туда текут и деньги. Задайте себе такой вопрос. Как много людей вас любят? Поставьте тире. Эти люди вас любят просто так или за что-то? Вот увеличивайте количество людей, которые вас любят просто так, и независимо ни от чего в вашей жизни будет огромное количество денег. Каким образом? Не знаю. Делайте что-то для них, пойте песни, рассказывайте истории, делайте красивое лицо. У меня есть женщина, она не умеет общаться, и у нее лицо такое, она все время пытается аж хамнуть. Такое создается ощущение, как будто она хамнуть пытается. Вот такая. На самом деле она вот здесь очень добрая. Ну такая. И я видела на видео, записал, ну ставим палец указательный палец любой руки, лучше левой, перед собой, произносим мо на вдохе, са на выдохе. Представляем, будто мы себя обмазываем золотом. Мед на лице, мед на руках, и сладкое все, и тело сладкое, и все вокруг сладкое. И на вдохе и выдохе произносим пшент тацат. Пшен. Уют должен быть максимумом. То есть дети должны быть ухоженные, дети должны быть красивые, у детей должны быть чистые волосы, постриженные ногти, чисто в ушах. Везде должно хорошо пахнуть. Нет денег, чтобы это кто-то делал, я говорю, когда у меня не было денег, я делал все самостоятельно. Ни один человек, знающий меня, никогда не скажет мне, что придя ко мне, вот где бы я ни находился, видел бы где-нибудь бардак. Почему? Я всегда к этому относился серьезно. Я понимал, что магия денег напрямую связана с уютом, который создает человек вокруг себя. Мне всегда было чисто в машине, я всегда ходил в чистой одежде. Я всегда старался сделать так, чтобы вокруг меня было чисто. И если у меня оставалось время, я в субботу-воскресенье обстирывал, обмывал, драил, покупал новую посуду, там белил, красил и так далее. Но делал для себя обязательно состояние комфорта и максимального уюта. Почему? Сьядатхидана. О, вспомнил. Сьядатхидана, Джини Грини Сарвартха, Садхани Шашина Алага, Шимана Нашая Ситхена Тумантра Падаи Сваха. Это была вторая.
Вот я тогда читал Видьям Дыхи и читал Сьядат Хидана. И первая мантра, и вторая, они мной описаны как любимые мантры. Что можно нарисовать на пятках? Можно нарисовать цифру 2 для того, чтобы хорошо там, пройти через таможню. И цифру 5 для того, чтобы в жизни было, очень, чтобы ноги вели к богатству. Если нет денег, обращайте внимание, насколько вы их радостно тратите. Обращайте внимание, насколько вы радостно тратите деньги. Дело в том, что очень много людей тратит деньги, расстраиваясь. Вот это слово «расстраиваясь», оно является камнем преткновения, фактически блокируя поступление материального благополучия в жизнь человека. Запомните мой совет. В тот момент, когда вы берете деньги, тратите деньги, и после того, когда вы их потратили, старайтесь отвлекаться и совершенно не думать о том, что вы сделали. В случае, если вы это примете для себя как закон или примете для себя как одно из условий вашего благополучия или вашей жизни, вы очень быстро обратите внимание на то, что материальное благополучие у вас будет увеличиваться. Трясет на Луну, то он, скорее всего, деньги получит, но останется этому духу должным. И этот дух, первое, может вселяться, особенно в девочек, особенно очень красивых. Он может вселяться в мальчиках, и из-за этого они становятся, это там есть 16 классов духов. Помните, я когда-то читал даже семинар такой, называется «Порчи с глаза», первая часть, и я там говорил, шайтан дух, лилит дух, и там давал классификацию этих духов, как в эзотерике говорится об этом. И говорил, какие, как влияют, и как их из человека доставать, изымать, и там, какие мантры или там слога читать. Ну и когда человек вот так трясет этими деньгами, просит что-либо у Луны, то он может подцепить вот такого духа. То есть дух согласится, чтобы вы стали богаче. Произойдет ситуация, и вы останетесь этому духу должными. И в нужный момент он просто к вам подселится и станет частью вашей судьбы или вашей семьи судьбы. Андрей Андреевич, вы говорили о том, что можно делать пост один раз в неделю, посвящая чему-либо деньги. Имеет ли значение день для денег? Да, считается, что если человек постится в четверг, то у него увеличивается материальное благополучие, также ему прощают долги. В случае, если человек постится в воскресенье, то его жизнь становится более легкой, не такой сложной, не такой, наверное, обременительной и тяжелой. В случае, если человек хочет решить какие-то отношения или решить как-то свою судьбу и сделать так, чтобы судьба повернулась к нему каким-то решительным таким образом, то есть там мужчина с женщиной живут, хотели бы расстаться, но не могут из-за там имущества детей или еще чего-либо. Вот такой пост необходимо проводить во вторник в жизни. Если человек умер и никто не придет, то тогда и эта стоимость жизни, она варьируется, и она каждый день появляется. Это стоимость жизни человека. Как создается стоимость жизни? Стоимость жизни и вообще энергетика денег, она проявляется в тот момент, когда вас любят. Почему блокируется? Потому что вы кого-то бесите, кто-то вас ненавидит, кому-то вы хамите, кому-то проявляете претензии, кого-то воспитываете, на кого-то кричите. Денег нет. Ну так, попробуйте прожить как я. Делайте так, чтобы вас обожали. Как сделать так, чтобы вас обожали? Не знаю. Пробуйте, у каждого своя судьба. Находите свои пути. Но это точно путь не злости и ненависти, и не воспитания, и бесконечных претензий. Находить возможности там полежать, находить возможности отдыхать, слушать музыку приятную, не изматывать себя. И получится вот что. Оказывается, что тайная формула тех же денег может выглядеть так. Путем увеличения своего внутреннего и внешнего комфорта можно увеличить естественное поступление в нашу жизнь большого количества материального благополучия. Вот так. Именно поэтому я за то, чтобы человек мог найти в себе состояние комфорта и перестал себя уничтожать и истязать, как обычно это люди делают. Очень часто человек говорит, мне некомфортно ходить, я не хочу этим заниматься. Нет, это неправильный путь, он приведет к бедности. Потому что чем меньше комфорта, тем меньше вам будут давать возможности зарабатывать. Для того, чтобы род тебе помогал, пускай туда любовь. Нет, они должны вам отдать любовь. Они ее, если вам отдадут, то в вашу сторону потечет энергия денег. А вам что мешает?
Первое мешает нелюбовь к себе, второе нелюбовь к родным, третье воспоминания плохие. Вот это нужно все простить, оно не имеет вообще никакого значения. И себе сказать: ой, мои папа, мама были самые лучшие, мой дедушка был самый хороший, даже я его не знал. Да я не знал и не вижу своих родных, близких, я там с детского дома и так далее. Ну ничего страшного, так уж получилось у них, я не знаю в чем причина, но они у меня 100% были невероятно хорошие, добрые, теплые, и прабабушки были хорошие, и прадедушки были хорошие, и все друг с другом обнимались и целовались, и обо мне мечтали. Ах, думали, как же я буду счастливо жить. Все, вы род свой запустили. Деньги можно заработать только собственным горбом. Именно поэтому зарабатывайте деньги собственным горбом и никогда не верьте, что кто-то чужой, взяв ваши деньги, заработает вам и отдаст. Почему? Зачем человеку чужие деньги, если он зарабатывает, если он может взять свои деньги и зарабатывать? Мне всегда очень интересны такие люди. Человек говорит: я могу заработать, дай мне деньги, я заработаю тебе. Зачем? Заработай для себя 100 рублей, после этого вложи эти 100 рублей, заработай 1000, потом вложи 1000, заработай 10 тысяч, потом вложи 10 тысяч, заработай 100 тысяч, потом вложи 100 тысяч, заработай миллион, потом вложи миллион, заработай 10 миллионов. Зачем тебе чужие деньги? Как-то так все очень понятно. Марина Маликова взяла и закопала старые кошельки в лесу, в землю собирала и вот закопала. Правильно сделали, не нужны вам, выбросьте. Неважно, как вы их утилизируете. Хоть сожгите, хоть закопайте. Очень хочется узнать, почему не могу устроиться на работу. Самые простые методы привлечения в жизнь денег. Самый простой метод связан с ментальной энергией. Смотрите, ментальная энергия — это белая энергия, астральная энергия — это красная энергия, божественная энергия черного цвета. Смотрите, ментальная энергия, ею можно что-либо как бы создать, привизуализировать. Каким образом это можно делать? Могу дать вам совет. Самый простой метод привлечь в жизнь материальное благополучие в большом количестве. Берете, ставите руку вот таким образом и представляете, будто сначала в руке появляется яркое белое свечение, после чего представляете, будто это яркое белое свечение, а в нем прозрачные 100-долларовые купюры в виде вот такой пачки, допустим 40-50 тысяч. При этом говорите: скоро у меня это появится, трясете и хохочете. Ахахаха. Это самый простой метод привлечения в жизнь материального благополучия. При этом слово «скоро» является элементом, который запускает это все. Не работают методы, когда человек визуализирует что-то. Нету людей, которые разбогатели. Отдает и не собирается отдавать. Он тебя киданул. Человек говорит: боже мой, киданул меня, сволочь. Потом человек исчезает, выключает телефон, вы с ним связаться не можете, и он вам не отдает. По идее, вы должны были бы сделать какой-нибудь вывод из этого всего. Какой? Вы недостаточный эксперт для того, чтобы, первое, давать деньги. Второе, деньги вам нужнее, чем этому человеку. Третье, не нужно занимать, потому что вас обманывают. Четвертое, вы очень, наверное, доверчивый человек, и вас легко обмануть каждому человеку. И это большинство хотят этим воспользоваться. Не можете отказать, боитесь, видимо, отказать и так далее. А чему вы должны... И обычно человек говорит: да я прощаю, все, я забыла, буду жить дальше. Так вы вывод не сделали. Какой? Но если у вас мяч в руках, то нужно бросить его назад и сказать себе: я больше никогда не займу денег, потому что мне не умеют отдавать. Видно, у меня есть проклятие, при котором у меня деньги занимают и никогда их не отдают. Духовное предназначение денег заключается в том, что денег у человека столько, сколько стоит его судьба. Или сколько стоит его жизнь. Из чего состоит жизнь? Жизнь состоит из того, какие чувства создает человек по отношению к себе, какие чувства создаются в его семье и какие чувства создаются в мире. Так вот, в случае, если вас много людей начинает обожать, то к вам течет любовь. Если близкие начинают обожать, то к вам течет любовь. Если вы начинаете обожать себя, то к вам течет любовь. Чем больше любви течет к человеку, тем больше денег вы зарабатываете. Количество денег. Стоимость денег — это стоимость вашей жизни. Если вы счастливы, если вас обожают, а как определяется стоимость жизни? Если человек умрет, и за его гробом пойдет целый город, или целая область, или целая, не знаю, страна, то тогда это увеличивает стоимость его жизни. Я хочу вам сказать,
Это особенность вот таких семей, где живут свекрухи и тещи. Это особенность, которая многими не воспринимается, потому что обязательно начинают ругаться, обязательно начинают тиранить. Это все рубит деньги. Но если привести себе свою маму, и сделать так и сказать мужчине, своему мужу, допустим, что относись к ней хорошо, это увеличит деньги, то будет много денег всегда. Почему? Это как поливать корни своего же дерева. Вы есть ствол, у вас есть дерево в виде вашей мамы. Выслушиваете ее в виде вашей тещи, выслушиваете ее в виде вашей свекрухи, выслушивайте, обожайте и слушайте ее слова, это ваша подливка для вашего растения. И это то, что сделает вас богатыми. Хотите верьте, хотите нет, мне на самом деле все равно. Я так живу. Я знаю, что если сделать теще подарок, если сделать теще комплимент, если обнять тещу, если отдать ей самое лучшее, что вас оскорбляют незаслуженно, так не должно быть, это все прекрасно понимают. Что необходимо делать? Как эзотерик вообще в этом случае применяет и что он применяет? Смотрите, необходимо один раз в жизни своей поставить такую программу для себя и сказать, что я хочу быть очень богатым человеком, или я хочу быть очень счастливой, или пусть моя семья будет очень богатой, очень счастливой, пусть мои дети будут счастливыми, и представить, будто это все алтарь. Прямо настоящий алтарь в небе, где слово богатство написано золотыми буквами на золотом подносе, на котором горит огонь. И когда на вас кто-то кричит, то вы говорите: я ни при чем, но я отправляю эту энергию для своего будущего счастья. И мысленно представляете, будто огонь горит еще сильнее. У вас происходит. Вы должны радоваться тому, что у вас есть дети. Вы должны стараться каким-то образом изменить себя так, чтобы начать выделять эмоции. Как мы их можем получать? Мы их можем получать от пищи, мы их можем получать от того, что мы думаем о ком-то, от того, что у нас есть семья. Мы можем думать и радоваться, эмоционировать в тот момент, когда мы занимаемся своей работой. Третий элемент. Стоимость жизни увеличивается в случае, если у человека есть эстетизм. Это очень важное понятие, поэтому я очень рекомендую всегда говорить, как профессор Преображенский. Не просто важно жить, а важно, и не просто важно есть или пить, а важно, с кем ты ешь, что ты ешь, на какой посуде ты ешь, с кем ты общаешься, во что ты одеваешься, насколько ты уважаешь себя, насколько ты окружаешь себя людьми, с которыми ты чувствуешь внутренний эстетизм. Задайте себе сейчас вопрос. Здравствуйте, Андрей Андреевич, скажите, что означает ношение часов на правой и на левой руке? Обычно, когда человек занимается магией и, допустим, рисует определенный символ, какой-нибудь символ, сейчас я нарисую. О, вот такой символ. Вот такой символ, это символ мгновенных денег. То есть, если нарисовать его и носить на правом запястье под часами, то деньги будут переть. А на левой не будет работать, потому что левая или под левой, если носить здесь, то тогда это притяжение любви, отношений, помирить и так далее. Если на правой, это денег, отбивание зла какого-нибудь и так далее. Поэтому люди, у которых деньги уже есть, обычно боятся на себя влияния энергетического, то носят обереги под часами правой. Вы увидели меня с этими деньгами, у вас должны возникнуть какие-то чувства. И я сразу скажу, какие чувства могут возникнуть. Они возникают независимо от нас. Это может быть так. У него есть, у меня нету. Поняли? Или почему он умудряется зарабатывать, я не умудряюсь зарабатывать. Почему, вот смотрите, у одного человека, допустим, вы видите даже человека на Мерседесе, и этот человек, который едет на Мерседесе, вы можете думать так: почему он едет на Мерседесе, а я не еду? И начинаете искать причины. Помните? Причины являются историей. История топит человека. Помните, я об этом говорил? Таким образом, вы ищете причины, находя историю. История приводит к страданию. В тот момент, когда мы получаем страдания, в момент общения с энергией денег, в этот момент Бог нас любит, и Он забирает у нас деньги в чистом виде, чтобы мы не испытывали страдания. Дело в том, что ритуалы, они не влияют ни на деньги. Правда, еще раз хочу сказать. Энергия денег – это энергия, которая возникает в случае, если у человека появляется ощущение внутренней радости. В тот момент, когда он видит дорогие вещи, когда он видит там,
чей-то успех, когда он видит чье-то счастье, которое связано с материальным миром. Если в этот момент человек умудряется восхищаться, радоваться, он таким образом привлекает деньги. Третье. С нами происходит то, что мы чувствуем. Чем больше прекрасных чувств здесь, тем больше будет всего остального. Дальше, а теперь ответы. Почему читаю мантры, делаю вымаливание и нет денег? Потому что вы хотите деньги зарабатывать так, как вам хочется. А вам необходимо отпустить и сказать, да мне все равно, как они придут. Буду дальше читать. Вот если вы не будете, а как же я их заработаю, не думайте о слове как. Иногда наши порывы чувств, наши энергии. Берете крупную купюру долларовую или гривневую или еще какую-либо, смазываете ее маслом и произносите, пусть ко мне это притягивается, пусть ко мне это притягивается. После чего берете это масло, берете колечко какое-нибудь и смазываете этим маслом, вот так вот маселком колечко внутри и одеваете на средний палец правой или левой руки. И второй вариант, берете купюру, маслом смазываете ее, вот так провели несколько раз по этой купюре, почувствовали радость и после этого намазали лобик. Женщины в виде цифры 1, мужчины в виде цифры 0. Какие крупные цели нужны человеку? Человек думает, что ему нужны крупные цели, а у Бога другие задачи на вас. Человек говорит, я хочу богатым, независимым. Зачем? Будьте зависимы и не богатой, но живите с таким человеком, который вас будет обожать, обцеловывать и как на Бога молиться вот так. С утра до ночи говорит, ты моя Ириночка, ты мое счастье, ты мое золото. И дети, чтобы были такие счастливые, и наша мама, ты наш котик, ты наше солнышко, ты наш зайчик. И чтобы все вокруг вас обожали, и чтобы никто не трогал. Хотите медитациями занимайтесь, хотите там вышивайте, хотите еще что-то. Небольшой доход, небольшие там задачи, на свет хватает, на еду хватает, на жизнь хватает, и рядом тот, кто вас обожает. Что это, лучше или хуже, чем... Если у вас какие-либо неприятности в жизни, и вы хотите, чтобы человек, который хочет вам отомстить, сделать что-то плохое и так далее, и вы хотите сделать так, чтобы этот человек от вас отвязался, всегда поднимайте или держите чашку с водой или с каким-либо напитком правой рукой и поднимайте указательный палец вверх. Если у вас не хватает денег и вы хотите, чтобы нашлись те люди, которые принесут вам деньги, любовь, уважение, замужество, то всегда держите левой рукой, и левая рука должна указательный палец смотреть вверх. Два перста левой руки обозначает вода. И молитва воде, она посвящена вот так. Состояние вредности в тот момент, когда я вижу у другого человека деньги в кошельке. То есть до этого это была незначительная фобия, после этого это вообще озабоченность. Заглянуть каждому в кошелек и каждого обсосать, сказать, какой негодяй, у него так много денег. Ты еще не знаешь, что негодяй, видишь, сколько денег? Еще не знаешь, негодяй, собаки все, у кого есть деньги, те собаки. Таким образом, если человеку давать эзотерику и не давать философию, это то же самое, что прийти к стоматологу, сделать дырку в зубе и не поставить пломбу. Что будет в дальнейшем? Разрушение будет в дальнейшем, наверное, и воспаление будет, возможно, даже абсцесс или сепсис и так далее. Будет ли это полезно для человека? Наверное, нет. Точно так же эзотерические практики без знания философии опасны для человека. Поэтому я в свое время начал быть противником, когда говорил ребятам во время вебинаров: ребята, проходите ступени школы правильно, начинайте использовать философию и ставить это на первое место, потому что философские взгляды, они... Сейф большого размера, желтый овальный камень в виде яйца. У меня вот такой, у меня там банковские ячейки есть. И у меня в каждой банковской ячейке лежит вот такое яйцо из янтаря, отполированного, желтого, красивого цвета. Вот такое, если взять янтарь желтый, на него накапать масло и тереть пальцем и говорить: скоро будут деньги, левую руку правой рукой, то будут деньги. Кстати, заходите в мой магазин янтаря в Телеграме. Найдите меня в Телеграм, зайдите, добавьте в чат и купите янтарь для себя. Купите большой.
Нужно, уже скоро большие будут, сейчас пока маленькие, так какой угодно купите. Но надо, чтобы дорогой был, если для сейфа. Или маленький. Но трите его, влюбитесь в него, радуйтесь и прям наслаждайтесь, когда его берете в руки. Должно быть что-то такое яркое, желтое, золотое, красивое. Либо там, как там у Януковича, булка из золота. Никогда больше никому не занимайте деньги в долг. И жизнь будет легче. Вот смотрите, обычно между людьми есть правило 3. Это правило звучит так. Один и другой, вот смотрите, один занял это проблемы другого человека. Допустим, а теперь смотрите, как это выглядит. У человека есть проблемы, он хочет их решить. И это его проблема, и он их решать должен самостоятельно. И вы говорите, я тебе помогу. Если вы этому человеку помогаете, то часть этих проблем становится и вашими проблемами. Поэтому, когда успешный человек захочет кому-то дать в долг, всегда помните, отдавая в долг, вы еще и отдаете часть своего успеха. Поэтому и берете на свои плечи часть чьих-то проблем. Жители из Стамбула, которые такие пузыри красивые, такие взрослые мужчины с бородами, которые ходят с очень молоденькими и очень красивыми девушками за ручку. Это ничего не значит. А почему это ничего не значит? Мужчина, скорее всего, этот бизнесмен, и скорее всего у него есть даже семья, и скорее всего даже в семье никто не против, что он с этой девочкой ходит. Но я вам наверняка могу сказать, что этот мужчина не спит с ней, не желает ее и даже не хочет ничего с ней иметь. И даже платит ей за то, чтобы она рядом с ним ходила. Для чего это нужно? Потому что они знают, эта магия очень развита, такая в тех странах, и там знают, что если ходить с красивой женщиной, которой любуются, то в эту сторону начинает течь любовь, потому что смотрят на такую женщину красивую, говорят, ай, какая она красивая, вот какая красивая. Помните эту идею? Я еще раз хочу сказать. Люди, которые живут с вами под одной крышей, они и есть те вентиляторы, которые очень мощно привлекают в вашу жизнь деньги. Попробуйте проверить меня. Я не говорю, да, все ерунда. Так делайте, как я говорю. Проверьте, потом не получится, плюньте мне, как в Одессе говорят, в морду. Я хочу вам сказать, что это очень эффективные способы. А у нас, как бывает, мы скривленные лица имеем, у нас кислые лица, мы всех ненавидим, нам всегда плохо. Это можно объяснить, но им от этого не легче. Мы имеем претензии к этим людям, оскорбляем их, там постоянно говорят, да ты такой, да что такое, там, ты воняешь, ты чавкаешь, да вы тут замахали, вы все время на меня, там, а вот я высокая духовная и так далее. Это все приводит к тому, что люди начинают вас не любить, особенно близко находящиеся к вам. И они запирают то, что называется потоки денег. Я представил, будто у меня в животе находится аквариум. И одна трубка идет вперед в этот аквариум, а вторая трубка выходит сзади из этого аквариума. И представляю, будто на вдохе я открываю краник возле своего живота и представляю, как аквариум наполняется полностью водичкой. Он до конца наполнился. Весь живот — это круглый аквариум, в котором синяя вода. Теперь делаю выдох, сзади открываю шланг и представляю, будто сзади начинает очень интенсивно вылетать в разные стороны из трубы вода под напором. И делаю несколько вдохов. И сзади под напором вода. Представляю теперь, как сзади вода выходит под напором из живота, но при этом не исчезает у меня из живота, из аквариума вода. Она там под напором наполнена, вода синяя и в очень большом давлении. При этом сзади она вылетает в очень-очень большом потоке.